Very good. Let's look at blue. You know, many people tell me that blue is cold. You cannot use blue because it's so cold. And you say you never paint the bathroom blue. Did you hear this? Да. Ну вот смотрите, теперь синий цвет. Наверняка слышали от многих своих клиентов, что они не хотят видеть синий цвет в интерьере, потому что это очень холодный цвет. Даже говорят, что никогда не надо в синий цвет красить ванную. But of course there are many different blues. And you can see here more green. Но синий цвет бывает очень и очень разным. Вот смотрите, с зеленым оттенком. This one more violet, can you see? А вот этот с сиреневым, видите? Maybe we can do something else. Давайте вот так. Now you can see the difference even more. If I put a color with it, of course it magnifies the difference. Вот смотрите, на контрасте с другим цветом разница становится еще виднее. We can do something else, because if people say, I just don't like blue, okay, well maybe you like this blue, because this is warmer than this or this, because of the strength. Но, возможно, вам говорят, что все равно синий цвет, синий оттенок нам не нравится. Хорошо, а давайте посмотрим вот в таком вот представлении. Это все еще синий, но это намного более теплый синий за счет своей насыщенности. So all the time we're looking for relations and proportion and strength. So now we have three parameters to consider when we're making color choices. То есть вот помните, до этого мы говорили, что два параметра принимаются во внимание при выборе цветового решения, то есть родственные отношения между цветами, правильное соотношение объемов цветов. Добавим теперь к этому еще и насыщенность. Получается 3. Okay. What about red? How do we choose red? А красный? Как нам красный выбрать? So, I think we have, I don't need to tell you because you know, here is more orange and here is more blue. Здесь сами видите, вот здесь вот больше оранжевого оттенка, здесь больше синего. But there's another thing to think about. These three are made by synthetic way. Есть еще одно различие. Вот эти три цвета сделаны на основе синтетических красителей. This one is really natural color. This is the color that you find in Delphi in Greece. So А это в чистом виде природный цвет, причем цвет очень древний. Если хотите увидеть один из его вариантов, можно увидеть в городе Дельфи в Греции. It's the color of pure red ochre. So it's a really ancient color. And what I think is that we like the ancient colors because we saw them so many times. And it's somewhere in our mind, but we don't know it. Это очень древний цвет. Это красная охра. И люди зачастую неосознанно предпочитают такие старые цвета, просто по той причине, что они кажутся нам более знакомыми, чем другие. Мы слишком часто их видели, даже несмотря на то, что мы не отдаем себе в этом отчет. Most of the biggest, the most successful colors in all of the color palette, and it's not just Little Greene, it will be Pharaoh Ball and Agile, are from natural pigmentation. It's where the mind is saying, this is something that I can hold on to because it's about the security of the color. И наиболее популярными цветами являются цвета, сделанные на основе природных красителей, причем это касается не только нашей палитры цветов, то же самое вам могут сказать представители Pharaoh Ball, представители Argile. Все наши клиенты делают более частый выбор в пользу таких натуральных цветов. Почему? Потому что наш мозг воспринимает их как более знакомое, что-то более знакомое. И именно с этим ассоциируется идея безопасности. Okay, so I left green to last because we want to tell you about our new green collection. Зеленый я специально отложил напоследок, потому что нам еще предстоит вам рассказывать о нашей коллекции зеленых оттенков. So I told you that there are modern colors and traditional colors, and these two are from Little Greene card, invisible green and olive color, are both
really quite old colors, maybe 1750s or 1780s, something like this. So they're really quite traditional colors and very well used. Я вам уже говорил, что у многих все эти цвета имеют свой возраст. Вот два цвета, которые я держу в левой руке, это довольно старые цвета. Они появились в 1750-х, 1780-х годах. Оливковый, темно-оливковый. Были очень популярны и до сих пор используются довольно широко. In a moment, Ruth is going to tell you about our work with National Trust to create this new collection. But we don't believe there are any new colors. There are just colors that have not yet been discovered. And the discovery of these colors is a really exciting thing for us. Рут вам сейчас расскажет о том, как была создана наша новая палитра зеленых оттенков. Многие прототипы этих цветов были найдены на месте памятников истории и архитектуры. И в целом наш подход к краскам заключается в том, что мы не считаем, что какие-то краски можно создать. Все краски уже, скажем так, нет. Да, не считаем, что краски можно создать. Они все уже существуют в природе. Просто среди них есть пока те, которые мы не открыли. So these two colors are from the new collection, and they're less than 100 years old. It's that sort of time. So really they are, you might say, newer colors. А вот эти два цвета как раз входят на нашу новую коллекцию зеленых оттенков. Им порядка 100 лет. Но они моложе многих остальных. And this particular one is one that I picked out as being the highlight color of the whole collection. It's called Jewel Beetle, and I have to ask you which pigment you think might be inside this one. Вот очень интересный цвет, пожалуй, ключевой цвет всей нашей коллекции. Называется он Jewel Beetle. Скажите мне, пожалуйста, из каких цветов он сделан? There is some yellow here. Yes, absolutely Есть, yellow. верно. Green, yellow, anything else? Коричневый. Brown. Brown, absolutely. Есть. Can you see red? Красный видите? Чуточку красного. A little bit of red. Yeah. Да. Чуть-чуть красный, yeah. Just a little, sorry, I'm doing your job. So you can see here now, a little bit of red, just a tiny bit. You know, Смотрите, вот сочетание с таким зеленым видно, да? Чуть-чуть красного здесь. it's what I told you, that Little Greene wants to put many pigments inside, so that you make many relations. It means then the color becomes more flexible in many different environments. That's the real point. Я вам уже говорил о том, что особенностью красок нашего производства является то, что является их многокомпонентный цветовой состав, для чего мы добавляем несколько цветов в состав основного, так это для того, чтобы все эти цвета как раз приходились родственниками друг к другу, чтобы вы могли сочетать их в большем количестве вариантов. So why green? Why is green interesting now? Because we saw. No, wait. We have to think what makes us think of new colors. Давайте подумаем, почему нам хочется видеть какие-то новые цвета. So why do we think of new colors? We don't believe that we are the creator of new ideas in color. No. What we think is that the people who are thinking first about new fashion are the people in couture. We talked about it before. And the houses of Chanel and Balenciaga would be the people making our eyes look at colors in a new way. Мы не считаем себя законодателями моды в области цвета. Наоборот, источниками вдохновения для нас являются работы современных модельеров.